Пакистан утверждает, что США и Иран на грани подписания сделки. В Вашингтоне и Тегеране пока не в курсе. Уолл-стрит рушится из-за непостоянства Трампа в вопросах Ирана. Трамп на играх патриотов – это придуманный для него аналог спартакиады народов СССР. Россия по просьбе Трампа освободила американского морпеха, который повздорил с полицейским. Вместо 10 лет американец отсидел в Воронеже 4 года, разучился говорить и перестал узнавать окружающих. В Венгрии выбрали нового президента. В Колумбии разбирают завалы после землетрясения. Криштиану Роналду женился скромно, почти тайно и сильно по любви. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Пакистан утверждает, что США и Иран могут быть близки к заключению сделки. Об этом в Тегеране заявил министр внутренних дел Пакистана Махсин Накви. Он встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, министром иностранных дел Аббасом Аракчи и главой МВД Эскандаром Момени. Исламабад вместе с Дахой передает предложение между Вашингтоном и Тегераном. Прямых переговоров стороны не ведут, содержание возможной сделки пока не раскрывается. Одновременно Иран обсуждает с Оманом создание судоходного коридора через Ормузский пролив. До войны по этому маршруту перевозили около 1/5 части мировых поставок нефти и сжиженного газа. Однако говорить об открытии пролива рано. Суда по-прежнему атакуют в Оманском заливе и Красном море, а Иран и США пока не подтвердили, что согласовали хотя бы основные условия сделки. Американский фондовый рынок завершил торги снижением. Инвесторы разочаровались в перспективах сделки Дональда Трампа с Ираном, которая могла бы стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. Иран заявил, Ормузский пролив останется закрытым, пока Вашингтон не изменит свою политику и не примет условия Тегерана для завершения войны. Инвесторы, безусловно, раздражены противоречивыми заявлениями и постоянно меняющимися ожиданиями относительно конфликта с Ираном, но они уже начинают смотреть дальше текущих новостей. Инвесторы давно понимали, даже если конфликт завершится быстро, его последствия для нефтяного рынка будут проявляться еще много месяцев. Поэтому главным вопросом всегда были, как часто говорят, продолжительность и глубина конфликта. Сейчас выясняется, что проблема может заключаться не в его масштабе, а именно в продолжительности. Нельзя сказать, что инвесторы изначально исходили из нереалистичных прогнозов. Напротив, многие с самого начала скептически относились к новостным заголовкам. Но теперь последствия накапливаются. Все больше участников рынка осознают, что конфликт будет продолжаться. И теперь главный вопрос заключается в том, как планировать экономическую деятельность, если он и дальше будет затягиваться. В Баб-эль-Мандебском проливе группировка хуситов атаковала сухогруз «Тихама» под флагом Танзании. Ракета попала в ходовую рубку. По предварительным данным международно признанных властей Йемена, погибли 4 члена экипажа. Это первые моряки, погибшие в результате нападений хуситов после начала войны США и Израиля против Ирана в конце февраля. Сами хуситы ответственность пока не признали. Судно принадлежит египетской компании, вышло из йеменского порта Моха и, по данным британской охранной компании Эмбри, не имело отношения к Саудовской Аравии. В июле хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии, обвинив Эр-Рияд в осаде Йемена. Саудовские власти это отрицают. Атака создает угрозу второму ключевому нефтяному маршруту. Ормузский пролив уже закрыт, а движение через Баб-эль-Мандеб за неделю сократилось с 50 до 32 судов в сутки. Через этот пролив и Суэцкий канал проходит кратчайший морской путь между Азией и Европой. Теперь перевозчикам остается обход Африки, который увеличивает рейс на 1000 километров и повышает стоимость доставки, топлива и страхования. Американские военные обстреляли контейнеровоз «Вилла-Нова» в Оманском заливе. Судно под флагом Панамы, по данным The Wall Street Journal, пыталось прорвать морскую блокаду и пройти к иранским портам. После нескольких предупреждений американский вертолет выпустил ракету Hellfire и повредил рулевое управление. Контейнеровоз находился примерно в 130 километрах от побережья Пакистана. На борту начался пожар, который удалось потушить. Все 17 членов экипажа уцелели и запросили эвакуацию на другое гражданское судно. Вилла-Нова не находится под санкциями, однако недавно заходила в порты Индии и Малайзии, которыми пользуются связанные с Ираном суда. Нефтепродукты, вытекшие из судна, дрейфуют на северо-восток, в сторону от архипелага Халланиат. Это природный заповедник с богатой фауной, включая кораллы, черепах, рыб и дельфинов, а также важный район рыболовства. Можно сказать, что остальные острова архипелага Халланиат непосредственно не пострадали. Если какое-либо воздействие и есть, то оно крайне незначительно. На острове Аль-Киблия загрязнение затронуло северную и северо-западную части. Масштаб ущерба будет оценен позднее. Часть вытекших нефтепродуктов испаряется, часть под воздействием сильных волн и ветра рассеивается в воде. Еще часть остается на поверхности в виде тонкой пленки.
Некоторые фракции в холодной воде становятся более вязкими, уплотняются и погружаются немного ниже поверхности моря. Нефтепродукты вытянулись длинной полосой от острова Аль-Киблия и движутся в центральную часть Аравийского моря параллельно побережью Омана, пока мы не зафиксировали выхода пятен к Оманским берегам. Они проходят примерно в 7 километрах к востоку от Рас-Мадраки, после чего уходят в глубоководную часть Аравийского моря. Центральное командование США удар пока не комментировало. Если его ответственность подтвердится, это третье судно, атакованное американскими силами после возобновления блокады 14 июля и 12 с начала операции по контролю над Ормузским проливом в апреле. Дональд Трамп прилетел в штат Огайо на финал первых Игр патриотов, национальных соревнований для школьников от 14 до 17 лет. Турнир проходит в спортивной академии Spire в городе Женева, в Огайо. В нем участвуют по одному юноше и одной девушке от каждого американского штата, территории и племенной нации. Подростки соревнуются в футболе, баскетболе, футболе, легкоатлетических дисциплинах, перетягивании каната и эстафетах. В программу также включили испытания президентского теста физической подготовки, военизированную полосу препятствий и командные задания. Победители, юноша и девушка, получат по $125 тысяч на образование. Общий призовой фонд составляет $250 тысяч. Трамп объявил о создании Игр патриотов в рамках празднования 250-летия США. Белый дом представляет турнир как соревнование, которое должно объединить молодых американцев со всей страны. Однако американские СМИ обращают внимание. Участники не проходили отборочные соревнования. Их выбирали после подачи видеороликов с рассказом о том, почему они должны попасть на турнир. Издание USA Today сравнивает идею с национальной олимпиадой для школьников, но отмечает, даже этот формат оказался тесно связан с политическим образом Трампа. Президент присутствует на финале, а специальная телепередача об Играх патриотов выйдет на канале ABC 13 августа. Россия освободила бывшего американского морского пехотинца Роберта Гилмана, находившегося в заключении более 4 лет. Президент США Дональд Трамп сообщил, что президент России Владимир Путин помиловал 32-летнего американца по гуманитарным соображениям. Обмена заключенными и других уступок, по утверждению Белого дома, не было. Я с гордостью сообщаю, что гражданин США Роберт Гилман, бывший морской пехотинец, возвращается домой. Роберт, история которого широко освещалась в СМИ, был заключен в тюрьму в России в 2022 году при администрации Байдена. После моих переговоров с президентом Владимиром Путиным Россия согласилась освободить его исключительно по гуманитарным соображениям. Мы благодарны за это решение, а также за то, что Россия никого не потребовала взамен. Никакого обмена не было. Сегодня вечером Роберт прибудет на авиабазу Эндрюс в Вашингтоне, где его встретят представители моей администрации. Некоторые из них находятся вместе с ним в самолете. Я только что разговаривал с Робертом, и у него была одна просьба. Отличный чизбургер после приземления. Я об этом позабочусь. Моя администрация уделяет первоочередное внимание возвращению американцев, задержанных за рубежом. Мы добились беспрецедентных результатов, вернув к семьям сотни людей. Мы также освободили многих граждан других стран, удерживавшихся в разных частях мира. Роберт Гилман воссоединился со своей замечательной матерью Нэнси, которая также летит вместе с ним, и вскоре увидит всех своих близких. Благодарю мою невероятную команду, включая специального посланника по миротворческим миссиям Стива Уиткофа, специального посланника по делам заложников Адама Бёллера, старшего директора по борьбе с терроризмом Себастьяна Горку, Джареда Кушнера и многих других, благодаря которым это стало возможным. Боже, благослови Америку. Президент Дональд Дж. Трамп. Гилмана задержали в Воронеже в январе 2022 года. Российский суд признал его виновным в том, что он, находясь в нетрезвом состоянии, ударил полицейского ногой и приговорил к 4,5 годам колонии. Отец Гилмана утверждал, сыну стало плохо в поезде, удар был случайным, полицейский не пострадал и отказался от претензий. Позднее против американца возбудили новые дела о нападениях на сотрудников колонии и следователя. Общий срок увеличили до 10 лет. Родственники называли обвинения сфабрикованными и сообщали об избиениях, пытках и инъекциях неизвестных препаратов. В июне Гилман впал в диссоциативный ступор. Он перестал говорить, открывать глаза и самостоятельно принимать пищу. В больнице его кормили через зонт и держали прикованным к кровати. Госсекретарь США Марко Рубио потребовал его освобождения на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Сейчас Гилман летит в США. После посадки его направят в военный медицинский центр в Техасе. В российских тюрьмах остаются еще как минимум 5 американцев.
Сегодня Роберт Гилман уже находится на борту самолета правительства США и возвращается домой. Это стало возможным по нескольким причинам. Во-первых, Белый дом осознал срочность ситуации, отнесся к ней со всей серьезностью и задействовал все доступные возможности. Во-вторых, свою роль сыграла непубличная дипломатия многих государственных служащих, включая специального посланника Стива Уиткофа, государственного секретаря Марко Рубио и других. В конечном итоге, российское правительство осознало, что господин Гилман не пешка в геополитической игре. Это человек, который умирал в российском заключении, бывший морской пехотинец, которого, по нашему мнению, удерживали незаконно. Россия согласилась освободить его по гуманитарным соображениям. К счастью, это было единственно правильное решение. Украина передала США свои предложения по завершению войны с Россией. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, не раскрывая содержание документа. По его словам, Вашингтон может одновременно действовать по двум направлениям: усилить украинскую оборону, прежде всего противовоздушную, и увеличить давление на Москву. Зеленский подчеркнул, задача переговоров — заставить Россию отказаться от планов затягивать войну и начать подготовку к ее окончанию. Теперь Киев ожидает ответа американской стороны и дальнейших решений по поставкам систем ПВО и усилению санкций против России. Был доклад руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Олега Иващенко о подготовке российской мобилизации. Все подтверждается внутренними российскими документами. Мобилизацию готовят на осень, сразу после имитации парламентских выборов. План Путина не особенно сложен. Он хочет изобразить, будто россияне поддерживают войну. Все партии, пока допущенные к выборам, так или иначе выступают против мира. После так называемых выборов он планирует провести дополнительную быструю мобилизацию нескольких сотен тысяч россиян до конца года. И еще примерно столько же в следующем году. И это вдобавок к набору, который они пытаются проводить по контракту. Потери российского контингента на территории Украины составляют не менее 30 тысяч человек ежемесячно, 60% из них убитыми. Общая численность оккупационной армии на нашей земле постепенно сокращалась, благодаря нашим активным действиям и, прежде всего, применению дронов. Теперь Путин рассчитывает, что дополнительная мобилизация и привлечение военнослужащих из Северной Кореи позволят ему затягивать эту войну и наращивать интенсивность российских штурмов. Мы готовимся к собственным активным действиям, чтобы максимально затруднить России реализацию этих планов. Я поставил соответствующие задачи нашей разведке и специальным службам Украины. И еще одно. Был доклад переговорной команды. Мы передали американской стороне наши предложения. Америка может помочь укрепить нашу оборону, прежде всего противовоздушную, и оказать давление на Россию, чтобы ее планы изменились, чтобы она готовилась к завершению войны, а не к ее затягиванию. В Южной Каролине выбирают республиканского кандидата на место сенатора Линдси Грэма, умершего в июле от разрыва аорты. Главный претендент – его сестра, сенатор Дарлайн Грэм. После смерти брата губернатор штата Генри Макмастер назначил ее временно исполнять обязанности до начала января. Теперь Дарлайн Грэм пытается получить полный 6-летний срок. У нее нет опыта выборной работы, но есть поддержка президента Дональда Трампа, республиканских комитетов и крупных политических фондов. Трамп назвал ее выдвижение прекрасной данью памяти брату. Посмотрим. Да, мы пока не знаем, кто это будет, но в любом случае я настроена оптимистично. Я рассчитываю выйти во второй тур через 2 недели. Я уверена, что одержу победу. Что вы ответите тем, кого беспокоит отсутствие у вас опыта? Думаю, у меня очень хороший опыт. Я 30 лет проработал на штат Южная Каролина. Я руководила государственным ведомством и превратила его из проблемной структуры в образец национального уровня. Думаю, это отличный опыт. Умение критически мыслить, руководить и принимать правильные решения. Поэтому я считаю, что обладаю превосходным опытом. Думаю, доступность стоимости жизни — безусловно, главный вопрос для меня. Также важно помочь президенту Трампу провести его программу. Я стремлюсь вернуться к работе, чтобы добиться принятия закона «Спасем Америку». Я была одной из немногих, кто хотел остаться и довести это дело до конца. Думаю, это одни из основных вопросов, которые действительно... Доступность стоимости жизни — вопрос номер 1? Да, доступность. Знаете, Линдси был удивительным человеком.
Я никогда не смогу заменить его. Никто не сможет его заменить. И я не рассчитываю, что это место просто так отдадут мне. Я понимаю, что должна заслужить голоса избирателей и готова очень много работать в ближайшие 2 недели, чтобы их завоевать. Критики говорят, кампания строится на известной фамилии и поддержке президента, а не на собственных политических достижениях. Всего на республиканских праймериз 10 кандидатов. Среди них конгрессмены Ральф Норман и Рассел Фрай, бывший губернатор Марк Сенфорд и предприниматель Марк Линч. Если никто не получит большинства, второй тур состоится 25 августа. Эти выборы очень важны, поскольку нам предстоит заменить человека, который заботился о жителях Южной Каролины. Сенатор Грэм занимал очень влиятельное положение в Сенате Соединенных Штатов. Надеемся, что избрание его преемника позволит Южной Каролине сохранить прочные позиции. Я считаю эти выборы чрезвычайно важными, поскольку многие решения принимаются именно в Сенате. Законопроекты поступают из Палаты представителей, а затем переходят в Сенат, где сейчас, как мне кажется, все зашло в тупик. Я беспокоюсь за нашу страну, потому что многие хотят повести ее в направлении, в котором нам не следует двигаться. Чрезвычайно важны. Чрезвычайно. Сенатор Грэм был замечательным человеком. И тот, кто его заменит, на мой взгляд, должен разделять те же ценности, которых придерживался он. Республиканцы должны сохранить контроль над Сенатом. Никаких демократов. Венгерский парламент избрал президентом страны бывшего председателя Верховного суда Андраша Баку. За него проголосовали депутаты правящей партии ТИСА. Представители партии Фидес Виктора Орбана в голосовании не участвовали. После присяги Баку заявил, что при прежнем правительстве одна партия подчинила себе государство. Разделение властей не работало, а система сдержек и противовесов была разрушена. Новый президент призвал не строить Венгрию на месте. Премьер-министр Петр Мадьяр, победивший на выборах в апреле, ранее обещал восстановить демократические институты после 16 лет правления Орбана. Я принял это предложение, поскольку считаю, что Венгрия вступила в период своей истории, когда необходимо серьезно осмыслить работу государства, соблюдение конституционных принципов и единство нации. Однако эта страна не сможет построить общее будущее, пока ее граждане видят друг в друге врагов. Поэтому предстоящая работа требует и справедливости, и сдержанности. Нарушения закона должны быть выявлены, а использование государственных средств тщательно проверено. Но одного мы совершенно точно не можем делать. Мы не можем строить новую Венгрию на месте. Тем, кто сегодня разочарован, кто не хотел перемен, не нужно отказываться от своих убеждений или политических взглядов, чтобы занять равноправное место в Венгрии будущего. Турецкий парламент принял закон о разоружении и распуске Рабочей партии Курдистана, организации, признанной террористической Турцией, США и Евросоюзом. За документ проголосовали 468 депутатов, 88 выступили против, 6 воздержались. Закон поддержали правящая партия справедливости и развития президента Реджепа Таипа Эрдогана, националистическая партия националистического движения и прокурдская партия равенства и демократии народов. Против выступила, в частности, националистическая партия. Закон начнет действовать после того, как турецкие власти официально подтвердят полное разоружение и распуск Рабочей партии Курдистана. После этого для многих ее участников могут приостановить расследование и исполнение наказаний, а бывшим боевикам разрешат вернуться в Турцию и пройти процедуру реинтеграции. Амнистия не распространяется на осужденных за умышленные убийства и другие тяжкие преступления. Исключен из действия закона и лидер Рабочей партии Курдистана Абдулла Аджалан, отбывающий пожизненное заключение на острове Имралы с 1999 года. Партия равенства и демократии народов назвала принятие закона важным этапом, но потребовала немедленного начала его исполнения. Курдские политики подчеркивают, документ не решает вопросы политических и культурных прав курдов, свободы использования курдского языка и реформы антитеррористического законодательства. Инициатива стала результатом процесса, начатого после призыва Аджалана в феврале 2025 года прекратить вооруженную борьбу. В мае того же года Рабочая партия Курдистана объявила о распуске, а летом ее участники символически сожгли оружие на церемонии в Северном Ираке. Конфликт между партией и турецкими властями продолжается с 1984 года. За это время погибли более 40 тысяч человек. Количество жертв землетрясения в Колумбии превысило 250 человек. В Перейре погиб 101 человек, в Кале 95. Поисковые работы продолжаются, число жертв может вырасти. Спасатели продолжают искать выживших с помощью специальной техники и специально обученных собак. Вот один из счастливых моментов. В городе Кали из-под обломков рухнувшего здания достали человека, которому посчастливилось выжить. Собравшиеся на улице люди аплодировали счастливчику и спасателям.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло утром 10 августа и охватило кофейный регион на западе страны. Разрушены жилые дома, школы и медицинские учреждения. Многие поврежденные здания могут рухнуть. Масштаб последствий оказался больше, чем ожидалось. Для сравнения, в 1999 году в колумбийском городе Армения, расположенном в кофейном регионе, произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1. На этот раз магнитуда составила 7,4. Поэтому все данные, которые я сейчас сообщаю, будут меняться. Мы постоянно обновляем информацию. Главный приоритет — временное жилье. Многие люди потеряли свои дома, в том числе некоторые сотрудники ООН. Среди других первоочередных направлений — продовольственная безопасность и защита пострадавших. Мы подробно обсуждаем положение детей и женщин в наиболее уязвимых и сильнее всего пострадавших районах. Именно на этом мы сосредоточимся в первую очередь. Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья прибыл в Перейру, осмотрел разрушенные кварталы и встретился со спасателями. ООН направляет гуманитарную помощь. Сами колумбийцы продолжают делиться историями, как пережили страшные моменты землетрясения. Блогер Хосе Гальего вел прямую трансляцию в аэропорту Матикани в момент, когда начались толчки. На записи видно, как он прячется под столом, а затем покидает заполненный пылью терминал, пробираясь через обломки. Я находился в городе Перейра, в аэропорту Матикани. Я только что прилетел из Боготы. Я создаю материалы для социальных сетей, и в тот момент вел прямую трансляцию. Сначала все начало слегка раскачиваться. Я решил, что это обычные подземные толчки, но они переросли в настоящее землетрясение. Начался кошмар. Вокруг все рушилось, люди кричали. Это было ужасно. Я был в шоковом состоянии. Человек, находившийся рядом, затащил меня под стоявший там стол, и мы укрылись под ним. Это продолжалось примерно от 30 секунд до минуты, но казалось вечностью. Я думал, что проживаю последние мгновения своей жизни. Я пешком пересек весь город. Это заняло 2 часа. Картина была разрушительной. Множество зданий обрушилось, повсюду стояли машины скорой помощи. Все выглядело как в кино. Я бы назвал это кошмаром, ставшим реальностью. Физически я почти не пострадал, только повредил колено. Но психологически случившееся на меня повлияло. Прошлой ночью я почти не спал. Стоило закрыть глаза, как я снова переживал тот мучительный момент. Сейчас я стараюсь сохранять спокойствие, не находиться в помещениях и оставаться на открытом пространстве. Паника еще немного сохраняется, но мне уже значительно лучше. Криштиану Роналду и Джорджино Родригес объявили о свадьбе. Португальский футболист и испано-аргентинская модель опубликовали фотографию соединенных рук с обручальными кольцами. Церемония прошла в закрытом формате в Каш-Кайше, недалеко от Лиссабона. На ней присутствовали 5 детей пары. Роналду и Родригес вместе с 2016 года. Они познакомились в магазине Гуччи в Мадриде, где Родригес работала продавцом. В августе прошлого года пара объявила о помолвке. Сейчас 41-летний Роналду готовится к 5-му сезону в саудовском Аль-Насре. До рекорда в 1000 голов за карьеру ему остается 24 мяча.